Привет, ребята! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня по вашим просьбам я буду лепить новые объекты SCP. Все видео с лепкой этих объектов находятся в отдельном плейлисте, ссылочку на него я оставлю в описании. Сначала я слеплю объект SCP-811 «Болотница». Для лепки фигурки мне в основном понадобится пластилин зеленого цвета, а каркас, как обычно, буду делать из алюминиевой проволоки. SCP-811 похожа на женскую особь человека с длинными конечностями и раздутой брюшной областью. Рост объекта составляет 171 см. Масса ее составляет чуть менее 47 кг. Кожа объекта зеленая, что позволяет ей прятаться в болотной растительности в естественных условиях обитания. У объекта очень жирные черные волосы, которые по показаниям тестов не отмываются обычными шампунями. Также объект частично понимает человеческий язык. Ладони SCP-811 постоянно выделяют прозрачную, слегка клейкую слизь зеленого оттенка. На ткани организма SCP-811 она не проявляет никакого воздействия, но при контакте с любой другой органической материей последняя начинает быстро разлагаться и превращаться в слегка вязкую черную жидкость. SCP-811 лишена толстой кишки и не образует отходов жизнедеятельности. Вместо всего этого она копит клеточные останки и непереваренные вещества в своем желудке. Ферменты бактериальная микрофлора расщепляют их в нем, превращая в зернистое вещество наподобие смолы, при помощи которого SCP-811 может охотиться. Она целится и плюет в лицо своей жертве, а затем ждет, пока та погибнет от удушения вследствие закупорки рта и носа. В общем, ребята, вот такая информация по этому объекту. Запросов, чтобы я слепил именно его, было от вас очень много. Также, если вы хотите лепку других объектов SCP, то пишите в комментариях. Я стараюсь читать все комментарии и выписывать интересные объекты SCP, чтобы в будущем их слепить. Для лепки глаз этого объекта я буду использовать пластилин желтого и черного цветов. Из белого пластилина слеплю зубы. Голова готова, соединяю ее с туловищем. Осталось слепить волосы. Итак, ребята, вот такая болотница SCP-811 у меня получилась. Далее буду лепить объект SCP под номером 610. Называется он «Живая плоть». Честно признаться, не очень я хотел лепить этот объект. Описание у него не очень приятное, но запросов на его лепку я получил от вас очень много. Для лепки смешаю красный и розовый пластилин. Первые сообщения об SCP-610 были получены от русского правительства через секретные каналы связи. В этих сообщениях говорилось в основном об исчезновении крестьян в одном регионе. На участок было направлено небольшое военное подразделение, но его отозвали сразу же, как только правительство связалось с организацией и запросило расследование. Зона распространения SCP-610 располагается неподалеку от озера Байкал на юге Сибири. SCP-610, судя по всему, является заразным кожным заболеванием, первые симптомы которого включают в себя появление сыпи, зуда и повышенной кожной чувствительности. Когда организм заражается полностью, жизненные процессы больного прекращаются приблизительно на 3 минуты, после чего возобновляются, причем протекает вдвое или втрое интенсивнее. Затем рубцовая ткань больного начинает самостоятельно двигаться и быстро расти. На этой стадии заражения обычные человеческие черты исчезают и начинаются самые разнообразные мутации. У больных на этой стадии заражения наблюдалось по 3 конечности или более.
Деформированная голова удлиненная либо раздавшаяся в ширину. Части тела, на которых появлялись наросты лишней плоти, иногда заканчивались отверстием. Продолжительность этой стадии заражения неизвестна, и не у всех больных заражение доходит до следующих стадий. Затем наросты плоти на теле больного начинают перекидываться на окружающие предметы и поглощать их. Зараженные активно пытаются заразить любого, кто подходит к ним на неопределенное расстояние. Было установлено искусственное наблюдение за поселением зараженных SCP-610, в частности, при помощи дистанционно управляемых роботов. Данные, полученные в результате этих наблюдений, а также открытая агрессия зараженных и их попытки распространить SCP-610, привели к тому, что объекту был присвоен класс Кетер. Вот такой у меня получается объект, у которого много разных конечностей непонятных, голов, каких-то отростков. Надеюсь, он вам понравится. Так, ребята, представляю вам объект SCP-610 «Живая плоть». Как вы считаете, страшный он получился или нет? Можете написать в комментариях. На следующий объект было от вас тоже очень много запросов. Это объект под номером 058 «Сердце тьмы». Для лепки этого объекта мне понадобится пластилин красного цвета, розового, коричневого и немного серого. А для каркаса мне понадобится 4 отрезка алюминиевой проволоки, 3 покороче и 1 длинный. SCP-058 напоминает бычье сердце с 4 ногами, похожими на лапки членистоногих и используемыми в первую очередь для движения, и 4 щупальцами, покрытыми острыми гребнями. На задней стороне находится одно острое жало, как у скорпиона. Щупальца SCP-058 могут хлестать на расстоянии до 3 метров с очень высокой скоростью. SCP-058 настроен крайне враждебно и будет использовать любую предоставленную возможность, чтобы нанести повреждения окружающим. SCP-058 показал высокую травмоустойчивость, так что приближаться к нему следует с осторожностью, даже тогда, когда он выглядит явно небоеспособным. SCP-058 очень подвижен и способен молниеносно передвигаться как по горизонтальным, так и по вертикальным поверхностям. Зарегистрирована скорость, достигающая приблизительно 90 км в час. Также объект способен разгоняться от 0 до 90 км в час менее чем за 2 секунды. Вот такой, ребята, опасный объект. Мне непонятно только одно: как на таких ногах можно так быстро передвигаться. Внутрь щупалец я также решил вставить алюминиевую проволоку. На каждый из щупалец сделаю шипы из серого скульптурного пластилина.
Вот такой сердце тьмы, объект SCP-058 у меня получился. Ребята, спасибо всем за просмотр. Если понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк, поддержите наш канал. Также подписывайтесь на Инстаграм и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ну и, конечно же, если вы еще не подписаны на наш канал, тоже подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие ролики. Приветы сегодня получают Алихан Нигмеджанов, Африкантов Вадим и Арсюха ТВ. Ребята, передаю вам огромный привет.